Привет! Сегодня мы с вами вяжем вот такую милоту. Боже, я от нее в восторге, я от нее просто в восторге. А это самая замечательная овечка, которую каждый, конечно, кулик свое болото хвалит. Ну, в общем, если вам понравилось, приступаем. Начинаем вязать с головы. Кольцо амигуруми. Набираем 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. Стягиваем колечко, ставим маркер и переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы вяжем 6 прибавочек. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, прибавочка. Так 6 раз. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Немножко запуталась. Так, закончили третий ряд. Переходим к четвертому. В четвертом ряду мы провязываем столбик без накида, прибавочка, столбик без накида. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду мы провязываем 3 столбика без накида, прибавочка. В конце ряда у нас 30 столбиков. Связали пятый ряд. И дальше с 6 по 10 ряды мы с вами будем провязывать по 30 столбиков без накида, без изменений. Это у нас 5 рядов. Провязывайте это самостоятельно. Встретимся через 5 рядов. Вяжем 11 ряд. Провязываем 4 столбика без накида, убавочка. И так 5 раз. В конце ряда у нас будет 25 столбиков. Двенадцатый ряд будем формировать щечки. Провязываем 7 столбиков. И теперь провязываем убавочка, столбик без накида. И
так 4 раза. И дальше довязываем 6 столбиков без накида. Следующие 13 и 14 ряды мы будем провязывать по 21 столбику без накида, без изменений. Теперь смотрите, будем вязать 15 ряд. 15 ряд у нас идут убавочки, и здесь у нас будет кучерявая шапочка. Если вы будете вязать ернард джинсом, то меняйте пряжу на светлый, и остальные ряды вы провязывать будете за задние стеночки, чтобы потом сделать, навязать сверху шерсть. Я решила пойти более легким путем, потому что навязка вот этой шерсти, она очень длительный процесс. И он так немножечко надоедает, поэтому я решила взять ализешку. И сейчас я буду присоединять, буду дальше вязать ализешкой. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Так, черную нитку я обрезаю. И дальше я буду продолжать ализе. Так, раз. Дальше. Шесть провязала и делаю убавочки. Следующий 16 ряд мы будем провязывать столбик без накида убавочка. И так до конца ряда у нас получится 12 столбиков без накида. Так как я вяжу ализешкой, у меня здесь все такое кучерявое, плохо видно. А если вы вяжете джинсом, то вам будет попроще. Все, довязываем, ориентируемся самостоятельно. Главное, чтобы в конце выйти на нужное количество петель. У меня бывает так, что либо одна лишняя, либо одной не хватает. Ну, это так легко поправимо, в принципе. Ализе такое своеобразное. Интересно, ну, есть, конечно, люди, которые такие, привыкшие к этим пушистикам, и хорошо прям, вот здесь вот я вижу, прям пропустила, и хорошо привыкшие к этой пряже, они на ней легко с ней справляются. Это не обо мне. Ну, ничего, мы справимся. Так, довязываем этот ряд. О, пока болтала, уже и пришла к концу ряда. Надо же. Тут у меня должна быть убавочка, видите, а у меня одна осталась. Ну так, я не паникую.
Да, это ошибка, наверное. Я вам показываю немножко неправильно. С другой стороны, что тут паниковать? Смотрите, какая красота. Следующий 17 ряд. В конце ряда у нас будет 6 столбиков. Закрываем все это дело потихонечку. Тут, наверное, стоит уже и добавить холофайбера. Давайте добавим. Вот смотрите, какая у нас славная мордаха получается. Прямо мне очень нравится. И мы продолжаем. 17 ряд. Прям шикарная мордаха. Так. Здесь нужно было бы сделать убавочки, но мы, пожалуй, с вами просто стянем колечко. Так, убираем маркер и затягиваем колечко. Если вы из джинса делаете то же самое. Только у нас уже, видите, шапочка такая готова. Такая вот. А вам еще придется обвязывать. Вообще для овечки, конечно, ализе здорово смотрится. Похоже, пушисто и быстрее. Так, все, я все это закрутила, завертела. Ой, спрятала. И вот у нас получается, видите, мордашка с шапочкой. Переходим к телу. Приступаем к телу. Телу я вяжу полностью, тело у нас пушистик, я вяжу из ализе. А вы, если будете вязать из Ернар джинс, то все ряды вяжете точно так же, только за задние стеночки, чтобы потом обвязать шерстью. Первый ряд, это мы в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Так как я плохо ориентируюсь в ализе, вы меня извините, если я где-то пропущу или сделаю лишнее. Я уже об этом говорила. Это не смертельно. В Ернарте у вас все будет очень красиво. Так, второй ряд. Делаем 6 прибавочек. В конце ряда у нас 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, прибавочка. 6 раз. В конце ряда у нас 18 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем столбик без накида, прибавочка, столбик без накида. Так 6 раз. В конце ряда у нас 24 столбика. Хотя в ализешке, я думаю, можно было бы и не сдвигать эти ряды, ну не ряды, а прибавочки. Мы сдвигаем, чтобы было аккуратнее смотрелось, а так.
Пятый ряд. Провязываем 3 столбика без накида, прибавочка. Так, до конца ряда. В конце ряда у нас 30 столбиков. Следующие 3 ряда с 6 по 8 мы провязываем по 30 столбиков без накида, без изменений. Вяжем 9 ряд, 2 столбика без накида, прибавочка. В конце ряда у нас будет 36 столбиков. Так, довязываем 9 ряд и следующие с 10 по 14. Это 5 рядов. Мы будем провязывать по 36 столбиков без накида. Дальше продолжайте самостоятельно. Вот я довязала 14 ряд. Вот такое у нас тело получается. Вяжем дальше. Дальше 15 ряд мы делаем 2 столбика без накида, убавочка, 2 столбика без накида, либо 4 столбика, убавочка. В конце ряда у нас будет 30 столбиков. Мы начинаем закрывать наше тело потихонечку. Шестнадцатый ряд. Провязываем 3 столбика без накида, убавочка. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Закрываем. Следующий 17 ряд мы провязываем столбик без накида, убавочка. И так 8 раз. В конце ряда у нас будет 16 столбиков. Теперь самое время добавить холофайбера. Тело я плотно не набиваю. Смотрите, за счет того, что я вязала из ализе, тело такое, видите, большеватое. Ну, в принципе, оно нормальное, но будет чуть больше, чем тело, которое вы свяжете из Yarnart джинса. Вот такая она будет толстенькая. Так, ладно. Значит, добавили холофайбера. Я сильно плотно прям не делала, ну такая мягенькая.
Так, мы закончили с вами 17 ряд и будем переходить к 18. В 18 ряду мы делаем убавочки. И у нас должно получиться 8 столбиков. Вот видите, раз где-то выскочила. И попробую ее найти. Все-таки залежешки, конечно, поприятнее. Так, все, вяжу 8 убавочек. Ну, я и хотела, чтобы у меня овечка была. Ой. Я и хотела, чтобы у меня овечка была такая толстенькая, упитанная и воспитанная. Так. Ну, фактически все мы закончили. Делаем убавочки последние. Вырежешь это. Вырежешь это. Так. Блин. Все, обрезаю ниточку. Если вы вяжете из джинса, то можно еще сделать рядочек не 8 затягивать, а сделать еще убавочки на 4 и потом затягивать. Ну, здесь оно не видно, а здесь оно и так будет замечательно. Так, все, стягиваю тело. Вот видите, такая красота. Эту ниточку мы спрячем прямо вовнутрь. Не буду даже обрезать. Так, вот такое тело. И вот голова. Голову будем пришивать, вот смотрите, к верхней части. Так, чтобы шапочка, видите, немножко выглядывала. Ну, до этого еще дойдем. Пока еще не пришиваем.